После прошлогоднего путешествия по Таймыру, холодного, сурового, безлесного края, летом 2022 года я решила отдохнуть. Погреться в тайге у костра, где-нибудь южнее полярного круга. Мой выбор пал на Восточную Сибирь, на хребет Сунтар-Хаята в горах Якутии и Хабаровского края. Путь в эти горы, в самом их сердце высокий, с ледниками, начинается с федеральной трассы Якутск-Магадан, или, как по-другому ее называют, с Колымской трассы. А она начинается с парома через Лену. На машине, маршрутном такси, я еду из Якутска до поселка Хандыга. Дальнейший путь до старта, до непосредственной точки на трассе, где мне нужно выйти, я намереваюсь совершить автостопом. За пассажира вели. В 5 вечера мы выехали из города, и пока дошли по Лене до поселка Нижний Бестях, на противоположном от Якутска берегу, уже стемнело. До следующего парома, уже через Алдан, нам еще ехать 400 километров всю ночь. После дождей трассу размыло. Еще не доезжая Хандыги, вот наш водитель идет проверить, можно ли тут проехать. Дорожники говорят, сейчас уже нельзя. 6 машин прошла, но вот снова дождь. На дворе 13 июля. В этом году лето выдалось жаркое, но очень часто сейчас идут дожди, грозы. Будем надеяться. Разберемся. Вообще-то дорожники уже не пускают машины, но у нас водитель рисковый. Прорвались. Отлично. Мы это прошли, а вот больше грузы стоят. Вообще-то нам очень повезло, что мы проехали. Тут рассказывали, что до этого пассажиров переправляли в ковше, и за нами уже, видимо, никого не будут пускать. Опасно. Второй паром на пути, это уже через Алдан. Паромы отправляются по мере заполнения. Изначально я планировала, что переночую в Хандыге, в поселке после дороги. Но теперь я понимаю, что мы последние въезжаем на этот паром. Мне надо здесь искать попутку дальше, иначе я могу надолго застрять в Хандыге. Алдан мутный, дожди идут. Паводок еще не прошел полностью. Да, мне обязательно нужно выехать с этим потоком машин, с этого парома. Вот она, федеральная трасса Якутск-Магадан. Под ливнем едем. Да. Но мне как повезло. Ян. А мне повезло. Мы снимаем друг друга. Нам повезло, мы снимаем друг друга. Мотобойщик. Я никогда не ожидал, что вдруг в Хандыге вдруг бац и звезда Ютуба. Ну, в общем, меня узнают. Которую я смотрел. Да. Вот так. Подходит и скромно говорит: а вы не подбросите ли меня? Я в очередные какие-то забеги, заплывы собираюсь. Я говорю: конечно, барышня, вас обязательно. Хоть куда. Погода, конечно, очень шепчет. Но уже горы появились, уже появилась видимость гор. Это внушает надежду, что, может быть, за перевалом не будет
такого ревника, как здесь. Посмотрим. А вот на Колымской трассе желтый прижим, знаменательное место. И течет справа река Восточная Хандыга. Отбойник не помню, то есть сейчас давно это было уже, то есть, но вот обрыв был прямо здесь, да, то есть да, здесь сейчас особенно на черном. полоса. Ага. А раньше был просто обрыв к реке. Да, трасса отстраивается, улучшается, расширяется. Да мы с перевала уже съезжаем или еще нет? Или это просто прижим? Похоже, прижим, потому что также да, Хандыга также восточно течет. Еще не перевал. Так это черный прижим, оказывается. Во. А так скалы вроде серые, ну вот черный называется прижим. Тоже известное место. Продолжается черный прижим, да? Он длинный? Или это по-другому уже называется? Это он же все, да. Все он же, да? Вот это новый мост, все, здесь все было по-другому. То есть дорога здесь была в 3 раза уже. Ага. То есть, ну это когда, допустим, первый раз я здесь ездил в 96-м. То есть уже 100 лет назад, да. Вот. Здесь было, конечно, ну, пассажиры очень боялись в машине. Особенно кто ехал со стороны обрыва. То есть вот здесь вот прям был обрыв вообще? Ну, здесь петля была такая же примерно, ага. да? А вот там, ну, выше, там был обрыв сразу. Дорога, никаких бортиков такого, ну, бортики какие-то были там, да, но все выглядело, ну, значительно брутальнее. Понятно. Сейчас мы спокойно спустились. Да. А тогда прямо целая эта эпопея. И, наверное, мы не увидим, да. Оттуда вот сверху видно его, ну, с конца. Вот такое. Все-таки принимает еще и жертвы черный прижим. Вот так вот, на обочине. Вот он весь прижим черный. Вот местами со склонов сходят какие грязевые потоки, видимо, и сносят деревья. Вот сюда прям до трассы доходят. В каких-то местах даже, Ян говорит, расчищали дорогу. А он перебросил аж через трассу. Ну, вернее, это вот расчищено. Вот такая дорожка. Дорога. Федеральная трасса. И вот мы уже на водоразделе реки Восточной Хандыги и реки Кюбюме, уже, которая относится к бассейну Индигирки, а до этого в бассейне Лены. Вот и еще одна промойна, прям на трассе, Где моя камера? Не было такого раньше, Не, как говорят. Был, но не такой глубокий, да? Нормально. Мелкий. Это был глубже. это просто не сильно большие дожди. Въезжаем в Иликонский район. Ручей Иликан здесь протекает. Все, выгружаюсь я на 690-м километре трассы Якутск-Магадан. И начинаю свой маршрут к верховьям Сунтара, горе Мусхая и окрестностям. В общем, в сердце хребта Сунтар-Байда. Все. Вот меня подвез Яша из Магадана. И выхожу я к реке Кюбюме, и по ней сейчас немножко сплавлюсь, и потом пешком в горы. Вот так. Речка Кюбюме. Мало воды. Я думал, здесь будет глубже. Будет трудно переходить на ту сторону. Поэтому решила здесь сплавиться.
Еще 7 километров мне до места, откуда я уже пойду в горы. Да, комарики подналетели, хочется быстрее собраться и уйти с этого места, сплавиться уже до начала пешего перехода. Сейчас быстро буду собираться. Сплавляюсь здесь вдоль дороги. Но сейчас речка начнет делать петли, отойдет в сторону от дороги. И в нужном мне месте я на другом берегу выйду и пойду пешком. Нормально, быстро несет. Воды хватает. Да, ну вброд можно было бы, кстати, перейти. Но правда там сейчас будет приток. Огонья, может быть, воды прибавится и будет там. А мне надо ниже притока переходить вброд. Посмотрим. Можно сказать, путешествие начинается. Река сама несет меня вперед. Пену на дно лодки не стелила, сижу на ней, чтобы не мочить. Всего-то мне плыть немного. Вообще, конечно, после бессонных ночей, перелетов сразу сплавляться, хочется спать. Сейчас поставлю лагерь и буду высыпаться, когда дойду до места. Не удержалась, достаю снасти, катушку спиннинг. Так, куда я? Попробую половить все-таки. Места тут, конечно, просто домашние, уютные. Вон, где хочешь, вставай. Такой лиственничник разреженный. Отмель. Вот здесь сейчас попробую ловить. Попробую рыболовецкого, рыболовного счастья. Заговариваюсь с недосыпа. Рыбалка плавно перетекла. Чаек, как же без чайка? Сейчас засуха. Я на песке, только на песке буду разводить небольшой костер, чтобы никакой пожароопасности не было.
Дрова тут кругом. Ходить далеко не надо. Ой. Красота. Речка с перекатиками. Но мягкая вода. Все легко, камешки обходятся. А рыбы что-то не ловятся пока. Закатное солнышко освещает склоны, здорово. Весь день ведь поливал дождь. И вот под вечер распогодилось. Подхожу к стрелке, к месту впадения реки Аганьи. Кюбюме. Вот оно, место впадения. А тут мелко можно перейти вброд, но хотя вот здесь уже глубоко на самой стрелке. Большая речка Аганья. Да, я пойду не по ней вверх, а по маленькой речушке. За перевалом где-то вот здесь вот она течет. Сейчас еще проплыву и определюсь, где мне выходить точно. Ах, красота! Что ощущаешь сразу, когда попадаешь на хребет Центар-Хаита, сюда, в окрестности Магаданской трассы? Сразу ощущаешь запах лиственниц, лиственничной хвои, запах ив. Такой свежий, такой бодрящий. И прям проходит усталость, настроение поднимается, и понимаешь, что любые горы нипочем. Все преодолеется, все пройдется. Курильский чай на склонах цветет. Ой, красота. Вот она, стрелка Кюбюме и речки Есандя.
Не, ну я никак не ожидала, что сплав по Кюбюме рядом с трассой будет такой замечательный, такой хороший, добрый, ласковый и красивый. Сплавляюсь и отдыхаю. Правда, уже пора на стоянку вставать. Но тут дольше, с изгибами не 7 километров. Все 10 выйдет, если не больше. Но я ничуть не жалею, что начала этот поход со сплава. Поход в горы со сплава. На исходе дня встретился мне небольшой пошеверка такая, с валами. Я иду без гидроштанов, наверное, здесь сейчас намокну. Ну ладно, скоро уже стоянка у меня будет. А после после порога, каньон, тишь да благодать, скалы. Не каньон, скальный берег. Впереди так похоже на каньончик как будто. Красивая речка Кюбюме. Да, в скалах тут пошли пороги, совсем под вечер не хочется. Но здесь я обошла, нормально. Можно выбрать проход не опасный. Ладно, штаны все равно уже мокрые, залило волной, так что прошла следующий порожек. Не страшно уже. Да и вечер. Все, сейчас буду на стоянку вставать. Обсохнет. Чаечонок он плывет. Хорошо местечко, прям хоть здесь вставай. Здесь начинаются оленеводческие угодья. Видно, и дрова заготавливали. Вон, оленница. Красота. Беломошник. Лиственничник. Горы синие вдали. И где-то бродят оленеводы. Река здесь делает петлю, а на берегу такие скалы. Выход из скал. Вон оттуда я пришла. Прошла уже это место. И вот через этот перешеек, здесь вот снова петля реки. Я уже вот здесь сейчас. Там внизу моя лодка. Да, по такому лесу гулять на удовольствие. Хорошо, что у меня завтра будет маршрут. Первая охотка. А может, пойду совсем грузом. Вот по такому лесу, по такому покрытию. Очень вполне жесткому и в меру мягкому. И красивому. Вон там моя лодка внизу видно, желтеет. Ох, я иду высоким берегом петли реки. Ой, сколько же впечатлений в первый день. Как будто я не сегодня начала маршрут вечером, а уже тут несколько дней нахожусь. Красивый берег и явно хоженый. Здесь чувствуется помят ягель, ходят люди, может, олени, может, и те, и другие. И все это рядом с трассой. Такие красоты. Ох, обзорная точка-то какая. Вот это да.
Пикирует на меня чайка. Продолжаю сплав в каньоне. Надеюсь, теперь уже до стоянки. Недалеко. Так, посмотрела вперед. Вроде там есть полочка. Да, припозднилась я сегодня. Кто мог подумать, что на этой речке Кюбюме будут пороги, которые заливают валами лодку. У костра штаны просушим и поплачем, едкий дым, и согреем наши души песней, милой, словно ты. Настал черед, пришла пора, тайга нас зовет вперед. На этом месте, похоже, стояли оленеводы, потому что здесь оставлены жерди, видны следы, старые кусочки дровишек. И кострища. Тоже здесь было кострище. И на ящик оперта жерть, на которой вешался котелок. Я так и сделала, повесила на эту старую жерть. А кострище совсем заросло. Там даже уголь сохранился только на этой палке. И вот какие-то ящики деревянные здесь остались. С каких пор? Не знаю. А скалы все продолжаются на реке. Но мне, похоже, вот с этого места можно уже выходить. Ну, с моего берега, выходить в тундру, в лес и тундру, ну, в общем, подниматься в горы. Там я должна подсечь ручей, вдоль которого и пойду наверх. А вот еще козлы для распилки дров здесь старые. Хорошее местечко, как раз за порожком. Нет, 13 число себя не оправдывает. День выдался, я считаю, вполне удачным. Утро, уже даже день, 14 июля. Спала долго, еще не акклиматизировалась, не перешла в другое часовое время. И вот здесь под скалами течет река Кюбюме. Такое замечательное тут место. И сейчас, позавтракав, отправляюсь в первую ходку к озерам, которые уже там в тайге у меня на маршруте. А ниже по реке пороги продолжаются. Ну, шеверы такие. В скалах еще река. Старый сапог. Старой стоянки. Итак, я отправляюсь в свое путешествие вверх к ледникам Мусаи. Отсюда, от Кюбюме, мне предстоит пройти порядка 120-130, наверное, километров. Я иду через некоторые перевалы, высокогорные озера, выхожу на реку Сунтар и уже потом в среднем течении и там поднимаюсь против течения и иду вот как раз к ледникам. Надеюсь, что там я встречу своих друзей Ермаковых. Они ушли на маршрут уже давно, но точку базового лагеря они мне указали. Возможно, я их там встречу, и мы погуляем вместе. А там будет видно. Сейчас я иду в первую ходку. Здесь первые 5 километров не очень однозначный путь через тайгу, просто к озеру водораздельному, от которого я уже пойду дальше. И вот в первую ходку с лодкой и практически всем продовольствием, ну не всем частью, большей частью, я сейчас отправляюсь туда, потом уже дальше уже пойду в одну ходку.
Вот, вначале у меня не такое простое ориентирование, мне надо выйти вот от реки, причем я еще, наверное, не вошла в карту, вот к этим большим озерам. И тут вот надо мне хорошенько сориентироваться, потому что местность такая очень довольно сглаженная, нет каких-то четких ориентиров. Пойду просто по азимуту и буду отслеживать ручьи, ну а когда уже выйду на какие-то озера, уже сориентируюсь точнее. Так вот. По тайге, где не дует сильный ветер, где тепло, где всегда можно присесть на этом замечательном ковровом покрытии. Ой, цветет всякие цветочки. Я думала, багульник. Нет. Здесь разные есть. Вернее, рододендроны, тоже фиолетовенькие есть. Да, сейчас и багульником пахнет. Вот он цветет. Чего тут только нету. И все эти ароматы бодрят. Фу. Вот. Мой лагерь там остается внизу. Он палаточка там стоит. И даже наличие мошки и комаров не столько досаждают. Если сравнивать со всякими холодами, ветрами и отсутствием деревьев на полуострове Таймыр, например. Здесь просто курорт. Зря я сказала про отсутствие ориентиров. Вот как наверх поднимаешься из ущелья реки, сразу открываются дали и дальние горки, и где-то вот там к ним прижимаются те озера, которые мне и нужны. Вот. А здесь путь уже более-менее ровный, без каких-то крутых подъемов. Вот она такая тайга хребта Санцар-Хайта, Колымской трассы, на самых высоких ее участках, водоразделах. Такая разреженная. Приятно встречать вехи на пути. Вот жерди от палатки, которая раньше здесь стояла. Даже вот кусочек. Хотя нет, это не загон для оленей был, видно, это просто жерди лежат еще. Были здесь люди, это радует. Я на правильном пути. Остатки дров. Впереди ручеек, первый мой ручеек. Я уж думал, воды не будет. Есть, журчит. А вообще, конечно, стоит суши. То, что я иду в сапогах, можно было в ботинках, конечно. Мир сквозь сетку комарика. Вот и первое озеро, это еще не мое, но здесь можно отдохнуть на ветерке от комаров. И можно искупаться, охладиться. Ой, утятки от меня убежали. Следующее озерко на пути. Ох. Очень жарко. Она теплая. Фу, вот это кайф! Сразу отступают комары и слепни. Ну тут
Мелко у берега, такая сплавина. Вот я и поднялась к озеру под перевалом. Набрала высоты, наверное, метров 150, может и больше. Вон-то озеро блестит, первое, на которое я вышла, где уточки плавали. А вот там вдоль гор идет Колымская трасса. И вот оттуда, ну, левее. Мой лагерь, оттуда я поднималась сегодня. Комары, конечно, фу, досаждают. Там идешь в низине, меньше ветра, наверх поднимаешься, ветерочек охлаждает. Здесь уже вот такая тундровая растительность, красивая. Мхи белые, фу, лишайники белые. Их мхом ягелем называют. И вот туда, за перевальчик. Там уже лежит, мои озера лежат, куда я сейчас приду на стоянку. Ну, пока только первая ходка. Высота. Кочки закончились. Просто горная жесткая тундра пошла. И впереди виды новые открываются. Все. Вот это и есть, наверное, перевальчик. Сейчас. Ну вот, теперь мне вниз, в эту безлесную долинку. Вон первое озерко уже видно. А туда чуть ниже уже большие озера, куда я и хочу забросить груз. Вот они, озера в полной красе, мои озера. Надо дойти вот до дальнего конца этих озер. Да, что-то здесь леса нету. Ну, какие-нибудь дровишки найду. Веточки для костра. Пожалуй, великолепное местечко для стоянки. И вид отличный. И здесь последнее высокое дерево есть. Ветерок хоть какой. Вот здесь, на этом дереве оставлю то, что я сюда принесла. И вот на этой великолепной лужаечке ягельной можно будет поставить лагерь. А пришла я вон оттуда. Груз закинут на дерево. Он будет меня ждать. Сегодня, наверное, я уже не приду. Сейчас вот здесь чайку только попью. Ночевать буду на старом месте. А вот тут вот под лиственницей оставляю накрытой портянкой лодку, весло и другое гидроснаряжение. А это дали, которые меня ждут завтра. Красота. Сейчас всех комаров сдует. Тундровые пахучие травки. И не пахучие. Брусничка там, березка. Рододендron как нашла. Куропатычья травка. Молодая лиственничная хвоя, вот эти вот маленькие молодые побеги. Ой, тоже подойдут. Кислости придадут. А вот так вот отлично. Вечереет. Ветер стих почти. Рыбка плещется. А я спиннинг оставила там.
Вот, возвращаюсь обратно в лагерь. И на перевале нашла вот такой тур. А я чуть правее прошла. Соорудили на перевале. Завтра наберу здесь цветочки в чай. Вышла на речку чуть ниже своей стоянки. И вот тут такая красота. Я как раз хотела сюда сходить, посмотреть. А то дальше там шумели пороги какие-то. Вот здесь река еще на с каким крутым берегом идет. Красотища. А берег здесь весь гвоздики зарос. Такие лужайки. В долину за рекой спустился туман. А вот и моя палаточка светится. Я уж думала, здесь ли она. Вот она. Ура! Я дошла до дома. Потеряла по пути накомарник. Где-то он от ветку улетел. Возвращалась, но не нашла. Вот дым от моего костра идет. Пока он разгорался, всех комаров разогнал. Вот. Уже будет сейчас чаек, кашка. И я отдохну. Однако долго ходила. Сейчас уже вышла я часа в 3. Уж поздно встала. А пришла уже, наверное, 11 час. Покидаю свою стоянку, поднимаюсь от реки. Уже печет солнце. 6 утра. Солнце уже высоко. Вот такие живописные скульптуры встречаются в местах, где горел лес. Стволы у лиственниц крученые. Палку я себе тоже сделала из такой крученой лиственницы. Посох. По таким горельникам легче идти, чем по марям, кочкам, по низинам. Вон там в заросших болотах, зеленых. И так хорошо.
Пришла за своими вещами, оставленными здесь за водоразделом. По солнцу, по жаре. А теперь пошел дождь. Хорошо, я успела все снять с дерева, собрать в рюкзак. Сначала налетел сильный ветер. Теперь просто идет дождь. Я под крышей. Да, только успел покушать на своем кострище там наверху. Ну ничего, дождь теплый. Вообще такая жара была. Я даже дальше идти сначала не могла. Под солнышком здесь в тени лежала. И вот все заволокло. Очень быстро погода меняется. Зато теперь будет гораздо меньше мошки и комарья. А то надо же мне было потерять такую нужную вещь на комарник в жару. Ходить, конечно, без сетки, когда не сильный ветер, когда вообще ветра нету. В общем, я еле дошла сюда, честно говоря. Ну не то, что еле, тяжело. Просто еще начало похода, еще не акклиматизировалась. Но сейчас, я думаю, будет все нормально. Так, ну в этот раз груза не так уж много. Не надо сильно упихивать. Все-таки я пойду в ботинках, пусть грозы меня мочат, но в ботинках идти жестче, надежнее. Ну и это первая такая тяжелая ходка. От заболоченности могут быть. Ну, в смысле, кочки. По ним бы лучше, чтобы держал голеностоп. О, все влезло внутрь. Ура! Так, еще место сейчас. Ладно, возьму. Вот у меня бутылка осталась. Может пригодится для воды. Фу, что там? А там новая туча. Ох, накроет меня. Ну ладно, будет не жарко, а то сейчас парит. Это такие дожди. Ну, как грозовые все равно. Ливняк и все, проходит. И жара опять парит. Кострище залито. Прощай, стояночка. Ох, что-то меня ждет. Ну, может быть, он пройдет, пока я туда дойду. О, ничего. Нормально. Вот теперь начинается настоящий поход. С полной выкладкой. По-моему, ничего. У меня должен быть 30-ник, не больше. Это не 35. Это нормально. Посреди плоской такой тундровой долины вот такой бугор вспучивания возвышается. А может, это Маринный холм старый. В общем, это все проявление мерзлотного процесса. Подсекла дорожку, буранный след, и когда он выходит на жесткую горную тундру, вообще идти хорошо. Здесь вот изгородь старая, загон был, а вот там вдали наледь белеется. Кусочек наледи сохранился. Распадочка. Следующая моя цель — подъем по ручью Культрикан, куда я сейчас спускаюсь.
К перевальному озеру в верховьях его притока, озеру Буркачан. Наконец-то я вышла к ручью. Здесь прирусловая терраска широкая, уже стало сразу легче идти. Здесь тоже когда-то текла вода, а сейчас все заросло. Русло тут меняется, разбивается, речка на низко русел. И между ними вот такие вот очень хорошие терраски, они не качкарные. Вот, это разного времени русла. И уже ледником поросли. А перевал, откуда я пришла, весь затянут. Да, в дождливую погоду там было бы плохо. Так что я быстрее спешу к лесу. Выхожу на старую линеводческую стоянку. Канавязи тут сохранились. Очаг, наверное, здесь был. Кирпичка. О, кострище. Вечереет. Уже поставила лагерь и покушала. 7:30 вечера. Ну, так как здесь солнце встает около 3 утра, хочу пораньше ложиться. Тем более сегодня очень мало спала. Стала рядом с протокой. Одной из проток реки Кольтрикан, по которой я сейчас поднимаюсь вверх к своему очередному перевалу. Стою вот на такой заросшей галечной терраске. Но она уже... Здесь вода может пойти, но уже ее давно не было. И даже вот птички вечерние поют. Ива-то растет на таких террасках. А вот иногда и лиственницы. Вот и тут 2 лиственницы такие растут. 2 пучка лиственницы. Я около них стала. Здесь очень ровное место. Такое хорошее. Ну, надеюсь, не затопит. Тут паводок, если только очень высокий будет, пойдет вода. А деревья на коренных берегах, вот лиственницы по склонам растут. Но вот здесь есть, конечно. А так долина совсем безлесная. Ну, в смысле, безлесная низине. А все деревья растут по бортам долины, на склонах. Вот здесь мой бережок врывается в старую сухую протоку. Здесь вода есть. Старая старица. И вот туда наверх дальше лежит мой путь по Кольтрикану и на озеро с перевалом. Фу, на перевал с озером. Уже так спать хочу, что заговариваюсь. Думаю, как я вовремя в палатку залезла, стучит дождик по тенту, снова пошел. А это, оказывается, мошка стучит. Вон ее сколько собралось.
под тентом. Ну, я в палаточке здесь. Меня не могут кусить. Я недоступна для всех этих кровососущих. Но если только какие влетят, когда вход открываю, я его завязываю.